Хай-хай, с вами привет, меня зовут Сергей. Скоро у нас с вами Новый год, а какой же Новый год без подарков? И в этом видеоуроке мы с вами сплетем великолепные 3D подарочки, и вы можете положить их в качестве декоративного украшения под настоящую елку, или можете сплести елочку из резинок Rainbow Loom и положить подарки эти под нее. А если вы еще сплетете и Деда Морозика, то у вас получится вообще замечательная композиция, хоть на выставку. Итак, поехали! Приготовьте ваш станок. Расположите его открытыми сторонами столбиков от себя. Центральный ряд должен быть немножко ближе к вам по сравнению с двумя другими рядами. И приготовьте резинки тех цветов, которые вы будете использовать в процессе плетения. Для основного подарка, коробочки, я буду использовать салатовые резинки, а для завязочек и бантика буду использовать резинки желтого цвета. Салатовые берем по 2 штучки, накидываем с первого на второй столбик левого ряда, затем берем еще 2 штучки, накидываем дальше со второго на третий столбик, следующую пару накидываем с третьего столбика на четвертый, и таким образом по левому ряду нам нужно накинуть 6 пар салатовых резинок. 4 накинули, вот 5 и вот 6. Все очень просто и понятно. 6 пар мы накинули. На центральном ряду тоже накидываем 6 пар резинок. И по правому ряду накидываем тоже 6 пар салатовых резинок. Сейчас мы с вами накидывали резинки вдоль станка, а теперь пришло время накинуть несколько штучек поперек. Берем 2 резинки салатового цвета и накидываем треугольником на последние столбики, на которых у нас накинуты резинки. Вот такой треугольничек получился. Теперь берем крючок и дальнюю часть этого треугольника захватываем 2 резинки и накидываем, чтобы эта резиночка проходила впереди центрального столбика. Теперь возьмем уже по одной резинке и накинем немножко ниже треугольником. Затем еще возьмем одну резинку, накинем тоже чуть ниже треугольником. И таким образом накидываем треугольники до самого конца станка. Еще один. Опускаем резинки, которые на столбиках уже накинуты ниже, чтобы у нас было место для накидывания вот этих треугольничков. На последние столбики накидываем резинку не треугольником, а вот так ровненько с левого столбика на правый. И эта резинка у нас получается между первым и вторым столбиком центрального ряда. Теперь разворачиваем станок, чтобы открытые стороны столбиков смотрели на нас. На вот этих столбиках опускаем резинки немножко ниже, потому что на них мы с вами будем накидывать одинарные резиночки и закручивать их здесь 3 оборота. Берем, накидываем, это 1 оборот получился, накидываем еще раз 2 оборот и накидываем еще раз 3 оборот. Берем еще одну салатовую, накидываем уже вот на этот столбик, 1 оборот, 2 оборот и 3 оборот. Теперь давайте возьмем крючок и приступим к плетению. Плетение здесь очень простое. Нам нужно вперед прогнать резинки левого, центрального и правого ряда. Заводим крючок внутри самого первого столбика и отодвигаем все резинки, кроме нижней пары. Захватываем нижнюю пару салатовых резинок, снимаем с этого столбика и накидываем на впереди идущий. Далее отодвигаем треугольную резинку, она одинарная. Изнутри с самого низа захватываем пару салатовых и накидываем вперед. Здесь точно так же отодвигаем треугольную, пару салатовых, нижних накидываем вперед. Здесь то же самое, здесь то же самое. И последний раз тоже треугольную отодвигаем и последнюю пару накидываем вперед. Теперь переходим к работе над центральным рядом. Здесь захватываем вот эту пару, ничего отодвигать не нужно, потому что здесь и нечего отодвигать.
захватываем эту пару салатовую, накидываем вперед. Теперь заводим крючок вот сюда, захватываем здесь салатовую пару, накидываем вперед. Далее изнутри захватываем, накидываем вперед. И так до конца этого ряда плетем. Нам осталось здесь совсем чуть-чуть. Вот последняя пара резинок идет вперед. И на правом ряду делаем точно так же. Сначала отодвигаем все резинки, кроме нижней пары. Захватываем изнутри нижнюю пару, накидываем вперед. И далее просто отодвигаем треугольные резинки одинарные, изнутри захватываем пару и гоним их вперед. Замечательно, все мы сплели. Теперь приготовим 3 резинки салатового цвета. Возьмем также крючок, заведем его внутри последнего столбика левого ряда. Сквозь все резинки накинем эту салатовую и изнутри вверх вытянем. Из этой резинки нам нужно сделать петельку, захватив одну ее часть и протащив внутри другой части. Однако эту петлю не нужно слишком сильно затягивать, потому что чуть позже нам придется эту петлю распускать. Поэтому затяните ее так, чтобы она не расползалась, но и в то же время, чтобы ее можно было бы в случае необходимости расплести. Здесь тоже заводим внутри последнего столбика центрального ряда, накидываем салатовую резинку и выводим сверху. Точно так же делаем петлю, которую можно будет в дальнейшем распустить. И делаем, наконец, последнюю петлю, заводя крючок внутри последнего столбика правого ряда, заводим сверху и делаем петельку. Замечательно. Теперь всю эту конструкцию с помощью крючка можно снять со станка. У нас получилось вот такое полотно, и сейчас нам это полотно нужно сложить пополам. Берем и вот так просто пополам складываем. Чтобы оно у нас обратно не расходилось, мы с вами воспользуемся вот этими петельками, которые у нас остались в процессе плетения, и делаем вот что. Сначала заводим в ту часть этого полотна, где у нас нет петелек, сквозь 2 резиночки, которые находятся выше всего, получается, и захватываем одну часть петельки, как бы ее распуская сначала. Давайте крючком распустим и захватываем одну часть, а другая часть у нас, получается, остается свободно. Вот так петельку мы эту распустили, и одну часть, которая на крючке лежит, мы с вами проводим в те петельки, куда был заведен крючок. И теперь захватываем вот эту резиночку и проводим внутри другой. Ну, внутри той же самой, точнее. И затягиваем теперь эту петлю, чтобы у нас этот подарочек не расходился. Теперь заводим крючок внутри этой пары резинок по середине. Или даже здесь можно через 3 резинки завести, как я сейчас сделал. Распускаем центральную петлю, захватывая маленькую ее часть. Вот эта петля у нас распустилась. Другую часть я придерживаю пальцем, а та, которая на крючке, я завожу внутрь вот этой ткани, полотна будущего подарка и делаю петлю. Раз и 2. Затягиваю ее, и нам осталась последнюю часть, вот эта правая часть у нас. Тоже завожу крючок внутри или 2, или 3 резинок, как получится. Распускаем петлю, которую мы с вами делали немножко раньше, и заводим ее сквозь другую часть этого подарка. Теперь захватываем эту резиночку и затягиваем. Теперь этот подарок у нас не развернется и не расползется. Но на данном этапе нам немножко мешают вот эти петельки, которые у нас остались в процессе плетения. Поэтому нам их нужно вплести внутрь самого подарочка. Я завожу крючок внутри соседних петелек, захватываю вот эту петлю и вплетаю. Раз. Затем завожу внутрь других каких-нибудь петелек и вплетаю уже в них. 2.
И куда-нибудь внутрь теперь можно эту резиночку вплести. Я изнутри продеваю крючок, захватываю и вот внутри вывожу. Одну мы с вами убрали петельку, и теперь другую часть тоже сквозь две резиночки завожу крючок, захватываю верхнюю, вывожу. Теперь еще где-нибудь вывожу ее в другую сторону и куда-нибудь внутрь. Сейчас мы ее с вами затянем. Вот вторая петелька тоже исчезла, и осталась последняя. Мы с ней поступаем точно так же. Берем сквозь какие-нибудь петли, пропускаем крючок, заводим эту петлю, затем в другие две резиночки тоже заводим и внутрь куда-нибудь. Например, я вот завожу крючок сюда и просто загоняю эту петлю внутрь. Все, теперь она не видна. И у нас получился сам подарок. Но на подарок он пока не похож, потому что у нас пока нет завязочки, нет бантика. И давайте это сейчас быстренько сделаем. Для этого нам понадобится сначала 4 резинки желтого цвета. Возьмем, например, сначала 2 желтых и накинем их по центру вот этого подарочка будущего. Затем возьмем еще 2 резинки и накинем точно так же сюда же еще 2. С помощью крючка эти резинки можно расположить так, чтобы они более широко, так сказать, располагались, а не одной линией шли. Вот. Они идут более широкой полосой. Теперь возьмем еще 4 резинки и накинем их уже поперек этих желтых. Можно либо по одной накидывать, либо по 2, либо сразу 4. Вот одну накинул, затем беру еще одну желтую, накидываю рядышком. Еще одну, третью желтую тоже рядышком накидываю. Так. И последнюю желтую накидываем тоже рядышком. Замечательно. И нам не хватает лишь бантика. Создавать бантик мы с вами будем с помощью станка. И он делается всего лишь на 2 столбиках. Берем 2 резинки того же цвета, что и цвет завязочек, желтый в моем случае, и накидываем на пару столбиков. Теперь берем одну резинку, и нам ее нужно провести внутри вот этой пары резинок, которая находится на столбиках. Захватываем, проводим внутри. И теперь из этой резинки нам нужно сделать петлю. То есть захватываем ту часть, которую придерживаем пальцем, и проводим внутри другой части. Получилась петля, и эту петлю затягиваем. Снимаем получившуюся конструкцию со станка, и вот у нас получился бантик. А как же его закрепить? А закрепить его очень просто. Смотрите, у нас осталась здесь довольно большая петелька, и эту петельку мы с вами накидываем просто по центру какой-нибудь линии желтой. И немножечко расправляем. И все, подарок у нас готов. Если вы сделаете несколько таких подарков и положите, например, под сплетенной 3D елочкой, то у вас получится отличная композиция из елки и подарков. А рядом еще можно поставить и Дед Мороза. Надеюсь, этот урок вам понравился. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите в комментариях ваши впечатления, отзывы об этом уроке и вступайте в нашу группу ВКонтакте, ссылку на которую вы увидите в описании к этому видео. До новых встреч! Пока!